Итак, ребят, всем привет! Мы с вами в прошлом видео разобрали то, что я чувствую на тонком касаемо 25 года, то есть какие изменения нас ждут в плане энергии, как это будет реализовано, как это будет разворачиваться, как это чувствую я. Вот те самые процессы, которые будут происходить на тонком, я с вами ими уже поделилась. Кто не видел это видео, можете посмотреть, оно есть уже на канале. Ну а сегодня я решила поделиться немножко таким более приземленным своим ощущением о тех событиях, которые нас будут ждать. То есть это конкретно касается различных вопросов, как там финансы, допустим, да, то есть новая какая-то система денег, что ожидает, потому что здесь очень сильно сейчас встает такой вопрос остро касательно именно цифровых валют, да, что я вообще по этому поводу чувствую, к чему они хотят это все сделать. Также касательно медицины, потому что мы знаем, что сейчас фарма полностью идет на то, чтобы люди болели, чтобы как бы сделать все для того, чтобы люди продолжали болеть, и более того, все вот эти вот какие-то ширево, месиво, все это делается не для нашего здоровья, да, как мы знаем, и, может быть, вы слышали, кстати, новость о том, что сейчас Кеннеди, да, стал именно во главе того, что касается фармы, вот, в США, и очень многие люди возлагают на это надежды, в том числе и я, да, в каком-то тоже своем чувствовании, что он все-таки начнет показывать, что же там на самом деле было касательно вот этого вот скрытой части, стоящим за ширмом и за тем, что там вообще было. То есть все вот эти заговоры и прочее, которые были против людей, сделаны с какими-то коррупционными целями или еще чем-то, что это будет раскрыто. Тем более, что я на тонком тоже видела момент, когда мужчина очень похож на Трампа, да, на тот момент Трампа уже все знали, когда он выиграл выборы, вот, у Хиллари Клинтон это уже было далеко за, вот, выиграны эти выборы, то есть это было перед выборами с Байденом, где-то так. Я видела, что он ждал, то есть какой-то выжидательный был процесс, смотрел на компьютер, как бы мужчина очень похож на Трампа, и в какой-то момент он такой: все, время пришло, и он просто встал и пошел, как бы, да, из комнаты выходить, то есть перестал следить за картой на этом ноутбуке и пошел что-то делать, то есть надо какие-то действия запускать, то есть типа время пришло, пора. И после этого я увидела такую большую сцену, где выступала женщина, она была похожа на Хиллари Клинтон. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, это было олицетворение Камалы Харрис, потому что в прошлый раз, да, образ, который вот был, то есть похожий образ, да, то есть женщина-демократка, которая стояла, и вот у меня единственный, видимо, который был понятный для меня образ, это Хиллари Клинтон, тут это, поэтому он выступил, и началось как некое разоблачение, то есть экран за ней открылся, и началось разоблачение, какая-то грязь, люди это увидели, они были в шоке вообще от того, что происходит, и вот с этого началась пора, да, какая-то именно того, что начали все это показывать, то есть вся грязь начала выходить на свет. И это не просто какая-то такая эфемерная там, да, грязь, какая-то темная энергия или что-то, нет, это какие-то события, то есть которые начали обличать все, что было раньше за завесой. И мы с вами увидели, как я уже сказала, да, в прошлом видео тоже про P. Diddy, вот этот заговор,
что там происходит, вот это вот все связанное с Голливудом и прочим. И люди начали говорить, что смотрите, вот там, да, вот это Камала Харрис, у нее там Бейонсе выступает, она серьезно говорит о том, что это ее подруга после всего того, что там произошло и прочее, прочее. Кстати, тут очень интересные моменты тоже вырисовываются после видео про одержимость. Начали разговаривать немножко тоже с ребятами в чате солнечного клуба. И я там приводила пример, что одна из звезд, да, Голливуда, там в одном из своих интервью, так как я за этими звездами не слежу, для меня они как-то не очень интересные, вообще, в принципе, никогда не были особо интересны. В плане там следить за их личной жизнью, там что-то кого-то знать, ну, музыка играет, мне нравится. Я очень мало артистов на самом деле слушаю, вообще, в принципе. И я не запомнила имя. Ну вот я там рассказала тоже в видео, что артистка, которая говорила о том, что вот она на самом деле не может выступать, да, что когда выходит она на сцену, ее место занимает Саша. А Саша это как такое альтер-эго, да, которое начинает, значит, вот она такая, крутая, классная, да, еще что-то. И я тогда приводила этот пример, то есть, что я знаю, что есть такое диссоциативное расстройство, да, когда у человека несколько личностей, но когда я смотрела это интервью, я поняла, что нет, это не связано с диссоциативным расстройством, то есть здесь что-то другое. Здесь это, конечно, больше похоже на одержимость. То есть то, когда человек, ну, грубо говоря, продал, да, душу за вот то, чтобы стать вот тем, кем он стал. И когда начались все вот эти разоблачения с P. Diddy и прочим, и мне сказали, а ты знаешь, что вот это вот она и есть, да, вот эта Бейонсе, которая говорила про эту, типа, альтер-эго Сашу, и даже книгу целую написала про это. На что я сказала, вау, ну теперь-то все понятно, да, очень многое встает на свои места. Так вот, как я подозреваю, сейчас таких историй начнется все больше и больше выходить, как я уже сказала, будут прям истории с падающими звездами. Ну ладно, по событиям, да, что я думаю, будут не только разоблачения звезд Голливуда, но и будет разоблачение медицины в целом, и здесь не только Кеннеди сыграет свою роль, здесь идет что-то другое, здесь будут какие-то запустятся суды, пересуды, поднимутся какие-то бумаги, какие-то секретные документы будут рассекречены, где раскроется какая-то правда вообще, какие-то эксперименты, которые ставились над людьми, над человечеством в том числе, и раскроется какая-то правда о вообще причинно-следственных болезней. То есть мне вот идет так, что раскроется вообще сам вот этот смысл того, почему мы болеем. Я уже много, да, слышала, ну, в основном это альтернативщики, люди, да, говорят об этом, вот, о том, что теория вирусов — это вообще один большой заговор там и прочее. Я как бы не отрицаю природу вирусов, да, не буду говорить, что вирусов не существует или что-то такое, но я чувствую, что, ну, такое понятие, как вирусы, они существуют в природе, они есть, но я чувствую от себя, что это некая по большей степени лабораторная история, то есть, да, все вот эти вирусы, их поветрие и прочее, вот, в том числе вся эта история с бананофикусом. Так вот, я очень часто слышу из альтернативных каких-то историй то, что якобы, да, якобы вот придумают какие-то супер кровати, как там это говорят, медбеды, да, которые вот будут нас, значит, лечить от всего подряд и прочее. Вот, ребята, хочу от себя сказать про то, что я ощущаю по истории с медбедами и прочим. Очень многие радуются тому, что рассказывают там, особенно на таких каналах а-ля «Прилетят волшебные инопланетяне», там всех спасут и так далее, да, про вот эти медбеты задвигают. Я понимаю, что вы устали болеть, я понимаю, что все хотят выздоровления и все такое, но
само вот это понятие медбеты, они как бы, знаете, говорят о том, что болезни это норма. И я, когда начинаю смотреть такое понятие, как медбеты, о которых все так говорят и так сильно это хотят, и с тонкого, да, я вижу чипирование. Вот у меня вот прям вот со знаком равно медбет и чипирование. То есть, и когда я считываю медбеты с тонкого плана, ну, извините меня, ребята, ну вот единственное, что я могу считать по ним, это то, что для чего хотят темные, я сейчас прям вот подчеркну это слово, темные, для чего хотят ввести такое понятие, как медбет вообще здесь в мир. Они хотят отстранить от медицины, вообще убрать такого человека, как медицинского сотрудника, в принципе, да, человека, который бы вообще разбирался в истории человеческого организма, то есть разбирался вообще в природе человеческих болезней. Они и так пудрят нам очень хорошо головы и пользуются в том числе, да, зная особенности нашего тела, в том числе, как именно довести нас до болезней, да, как именно нужно сделать и что именно, как именно на нас воздействовать для того, чтобы мы болели безостановочно, да, и чем больше, тем лучше. Вот, помимо этого, они хотят исключить как раз-таки из этой цепочки болезни выздоровления любых людей, которые бы могли знать природу болезней. А мы сейчас с вами говорим о врачах, каких-то научных сотрудниках, да, которые разрабатывают что-то, какие-то там таблетки те же самые, какие-то делают еще вещи, то есть которые так или иначе могут рассказать вообще людям какую-то правду, могут рассказать людям, что, знаете, вот это, допустим, что-то подозрительное, спорное и прочее, потому что сейчас, ну, например, да, очень многие медики начали просыпаться тоже и говорить, что вся вот эта вот история, которая 4 года назад всплыла у нас в мире, она достаточно очень сомнительная, и начали всплывать какие-то исследования, не исследования, и люди, которые действительно разбираются в человеческом организме, начали задавать вопросы. И вот как раз этих людей из этой цепочки они полностью хотят вывести темные. И, конечно, в их интересах сделать чудесное кресло-кровать, в которое просто человек ляжет, и это будет робот-машина, да, который просто нажмут кнопку. Ну а что именно она там будет делать с этим человеком, никто не будет знать. То есть им нужно полностью доверить все, что касается введения каких-либо вообще инъекций, какой-либо ерунды и прочее в этих медбетах. Вы вообще задумывались о том, что чем именно будет лечить эта волшебная кровать? Ну, не святым же там светом, да, маны там какой-нибудь небесной. Она будет лечить инъекциями, она будет лечить какими-то непонятными препаратами, она будет лечить какими-то непонятными воздействиями, да, на организм, то есть что это будут за воздействия, как эти препараты будут влиять на человека, что будет входить в состав этих препаратов, не будет знать никто, даже человек, который будет обслуживать эти медбеты, потому что то, как это вижу я, опять же, да, взгляд с тонкого, ребятки, они хотят ввести вот медицинского сотрудника, да, в кавычках, это человек, который просто будет тыкать на кнопки этого медбета и вообще не будет понимать, что дальше происходит с тем, кто находится в этом медбете. То есть, понимаете, это некий такой обслуживающий персонал, вот, условно, администратор, который, врачом будет только очень-очень-очень условно. И его нужно будет научить только на какую кнопку тыкнуть, но при этом давать ему какие-то знания, да, глубокие знания о именно устройстве человеческого организма и прочее ему не нужно будет, да, и будет несложно догадаться, то есть кто хочет это все внедрить для того, чтобы какой-то очень ограниченный узкий круг лиц, который будет состоять только в определенных кругах, да, там секретных, посвященный в какие-то вот эти вот клубы их великие, замечательные, будет только заниматься всякими разработками этих препаратов, усовершенствованиями вот этих вот
консервных банок, в которых хотят людей запихать и прочее. Хотите верьте, хотите нет, но вот такая информация по вот этому идет с тонкого. Поэтому кто наивно предполагает и считает, что это что-то прекрасное, что нам принесут для того, чтобы мы здесь все улыбались, нет, это чисто темная история, и сейчас я расскажу то, что я вижу именно во светлых вот этих вот параллелях, то есть именно на светлой части. На светлой части я не вижу никаких мэдбетов на самом деле, и я вижу только то, что медицина в принципе переходит на какой-то другой уровень. То есть это не просто медицина, где ты приходишь и тебя пичкают таблетками, да, это медицина какого-то уровня, когда начинают смотреть причинно-следственные, да, все причем причинно-следственные понимания, почему ты болеешь. И медицина переходит на новый уровень. Я уже где-то говорила, по-моему, в одном из интервью, да, как я это видела, что будет что-то типа больше поддерживающей медицины, какой-то вот санаторно-курортной, грубо говоря, да, то есть это какая-то медицина, которая будет направлена на поддержание здоровья, на то, чтобы человек напитывался энергией, да, тело напитывалось энергией и находилось в какой-то хорошей форме. То есть как-то будут очень сильно пересмотрены образ жизни, да, человека, что ему нужно для того, чтобы вот это вот здоровье, да, высокий уровень здоровья иметь. Будут пересмотрены вообще причинно-следственные связи. Особенно, мне кажется, как-то еще все это вот придет к какому-то единому консенсусу в плане того, что именно будут смотреть, допустим, как изменить мир, грубо говоря, да, как предотвратить болезни, то есть будут не лечить болезни, а медицина будет направлена, само направление медицины и общества, да, будет направлено на то, чтобы предотвратить болезни, то есть сделать так, чтобы они априори не случились, сделать так, чтобы не допустить вообще развития чего-то подобного, то есть, да, и будет... Если даже человек заболеет, то есть его будут восстанавливать, но будут восстанавливать не в плане там пичкания какими-то таблетками, да, а будут восстанавливать именно как-то, знаете, по-другому. Идет ощущение такое, что вот эти вот какие-то определенные исследования, да, которые будут как-то найдены именно по причинно-следственным вот этим моментам, связанным с болезнями в человеческом теле, да, они будут, я, по крайней мере, надеюсь на это, потому что вот они будут как-то использованы по-другому, но что-то будет утаяно все-таки. Вот хотелось бы, наверное, то, чтобы обнародовали все, но вот все равно идет мне сейчас, что что-то будет утаяно. Какие-то секреты, такие очень-очень какие-то ключевые секреты, они будут как похоронены, то есть закрыты как-то вот на ключик, да, в какой-то сейф, чтобы вот от общественности их скрыть. Возможно, это как раз моменты, связанные с манипулятивными какими-то вещами, но не уверена. То есть что-то все равно на ключ закроют, но, знаете, почему-то идет не из каких-то прям сверхдобрых побуждений. Как опять же идет ощущение, что какая-то часть информации останется вот только у каких-то просвещенных. То есть кто-то вот будет знать, и это как вот как какое-то тайное оружие, которое они будут хранить в себя. Не знаю, вот такое идет. Но то, что в целом как-то само направление изменится медицины, это ощущается. Но вот то, что будет закрыто, как на замок, да, как какое-то тайное знание, которое вот идет больше, что оно должно быть похоронено. То есть какое-то знание, какие-то вот тайные вот эти знания, они должны быть похоронены. То есть они должны остаться как некий опыт, грубо говоря, но в целом они должны быть похоронены. Вот. Чтобы человечество больше вот такого чего-то не проходило. То есть такой момент. Поэтому я вообще сама
считаю тоже, что в норме мы болеть не должны. То есть я, когда здесь родилась, я не могла понять, почему мы так болеем, я не могла понять вообще, что происходит в этом мире, что вообще не так. И чем больше я в нем жила, тем я все чаще и чаще видела, как люди прям чуть ли не день через день начали вот это все болеть. И что причиной ни разу не в каких-то, знаете, конечно, экология там и прочее, это все имеет место быть, но что причина гораздо более глубока, то есть причина какая-то вообще абсолютно другая, та невидимая причина, то есть которая не видна невооруженным глазом, которую нельзя пощупать, потрогать, да, которая на самом деле приводит наш организм к вот этим неполадкам, поломкам. И я понимала, что это не норма, так не должно быть. И если в новом тысячелетии мы реально решим эту проблему, и человечество наконец придет к этой норме, к тому, как должно быть, и в том числе к тому, как на самом деле происходит все это дело, то я думаю, что в целом сам мир, само вот это напрямую связано, знаете, даже вот сейчас идет с исцелением самого человечества, то есть не только с исцелением каких-то физических болезней, да, но и с исцелением неких каких-то невидимых болезней, то есть, наверное, психологических, я бы сказала, болезней, потому что, знаете, такое ощущение, вот как я вам говорила, нам травят сознание здесь с самого детства, нам травят сознание, травят в плане того, чтобы мы боялись, чтобы мы как бы были беспомощные, да, это как эффект вот этого беспомощного слоника, который ничего не может сделать, да, который забыл, что он большой и сильный слон, но он пребывает вот в таком вот своем детском, да, зажатом таком состоянии беспомощности, в котором он не может дать отпор. И вот нас в это состояние вгоняют искусственно, насильственно, да, и я это очень хорошо наблюдала. Вот, за все время, сколько я здесь живу, вот в этом воплощении. И здесь, скорее всего, вот человечество как-то будет исцеляться, то есть посредством, да, медицины будут пытаться лечить от физических недугов, но будут исцелять еще и плюс какие-то вот такие, ну, грубо говоря, психологические недуги, да, то есть какие-то недуги, связанные с мышлением. Вот. Насчет того, что мне сказать относительно валюты, да, и прочего, вы знаете, здесь очень достаточно все странно, с тем учетом, что такое ощущение, что какой-то технологический прогресс, какой-то такой компьютерный прогресс, да, грубо говоря, который здесь нам привнесли темный, он пойдет дальше. Будут внедряться старые технологии, то есть какие-то есть технологии, да, действительно закрытые, которые не дали здесь ходу, да, не дали воплотиться именно в жизнь, они будут использованы, в том числе, я уже как-то говорила о том, что вот какая-то энергия, да, будет как-то по-другому поступать, то есть какой-то будет момент связанный не то чтобы с доступной энергией, а что-то связанное со свободной энергией, да, скажем так, но какие-то технологии дадут им жизнь, то есть это какие-то, знаете, более технологичные какие-то технологии, которые будут меньше отравлять землю, вот что-то такое, то есть чтобы мы жили в более экологичном мире. Это есть эти технологии сейчас, но им как будто не дают развиваться. Им не дают развиваться за счет того, что есть какие-то крупные деньги, да, крупные корпорации, которым не выгодно, чтобы эти технологии поступали на рынок, потому что иначе они лишатся источника дохода. И, естественно, для них это их эгоистичная позиция, что какого хрена мне там плевать, что это Земля какая-то, что она там, да, планета это дышит, она не дышит, да, пускай она вообще сдохнет, лишь бы там у меня бабки были, да, и как бы вот эти большие деньги, люди с вот этими большими деньгами, они как-то вот хотят только вот за счет своего, за счет себя, знаете, ну не то чтобы после меня хоть потоп, но они как будто вот себе
какой-то райский кусок земли оставят, да, какой-то красивый там, даже искусственно воссозданный, а все остальное, ну вот им плевать, то есть они как, пускай там вообще весь мир в хаос превратится, как бы лишь бы их какие-то интересы были соблюдены. И здесь как будто мы от этого отойдем, то есть и опять же те, кто будут это делать, они воспользуются этими новыми технологиями или внедрением этих новых технологий тоже в какой-то мере как оружием против этих больших денег и тем, чтобы лишить их вот этой власти, лишить их возможности оперировать ресурсами, да, чтобы лишить их этих ресурсов, этих финансовых потоков. Вот. Там не сильно за экологию будет идти речь. Я, конечно же, надеюсь, что это будет в ближайшее время, но я не уверена, что это будет реализовано вот-вот, прям вот наверняка там в ближайшие несколько лет нет. То есть это десятилетия должны пройти перед тем, как это как-то начнет разворачиваться, в какую-то, по крайней мере, полную силу. А также, вот, как я уже сказала, да, технологический прогресс, в том числе какой-то вот компьютерный, да, прогресс, он будет и дальше расти, то есть это не уйдет куда-то в небытие, я этого не вижу. Вот, оно будет как-то по-другому продвигаться, может быть, но оно продолжится, то есть вот какой-то процесс, ну, не знаю, как там сказать, цифровизации, не цифровизации, но какой-то определенной вот все больше и больше погружения в технологию, да, внедрение технологии в какую-то повседневную жизнь, он, к сожалению, продолжится. Но я не вижу, что оно бы как-то вот именно в том, да, в светлом ключе, то есть по светлым временным линиям, что это как-то будет негативно влиять на людей или будет пользоваться именно в плане того, чтобы вот там большой брат следит за тобой, или чтобы все там были послушны, знаете, чтобы там такое стадо рабов какое-то сделать. Нет. То есть, но это не та какая-то цифровизация, что для создания какого-то электронного гестапо, это что-то немножко другое будет. Но какие-то свои, конечно, жесткие рамки или ограничения оно будет иметь, не без этого. Вот, тоже есть такое идет, ну и не вяжется у меня ощущение, опять же, да, с каким-то таким, знаете, вот правильным гражданином, каким-то таким вот правильным болванчиком, которого захотят сделать из человека, ну, не сильно идет, то есть это больше про историю с темными. Насчет денег и цифровизации денег. Вот знаете, здесь странно. Здесь как будто деньги, они и цифровые, и вот и какие-то вот, которые можно потрогать. То есть как будто есть и бумажные деньги, да, какие-то. То есть вот, ну вот как мы сейчас расплачиваемся. Есть какой-то цифровой аналог, ну как, я не знаю, как компьютерный какой-то, да, вот как сейчас у нас на карточке лежат. Но эти деньги, они не имеют просто цифра, да, это они имеют какой-то вес. То есть и почему-то, когда я задаюсь вопросом, какой именно вес они имеют, я вижу почему-то какие-то продукты питания, я вижу какие-то вещи, вот больше связанные с продуктами питания или с землей, или с чем-то вот таким. И такое ощущение, что деньги будут привязаны не к золоту, там, драгоценным металлам или еще чего-то, а вот какой-то будет создан, я не знаю, ресурс КПД или что-то такое. Очень странное достаточно ощущение, то есть деньги будут привязаны к чему-то материальному, но я пока не могу понять, что это такое. То есть это не драгоценные металлы, это не что-то такое, это как какой-то иной эквивалент, связанный с тем, вот, что у тебя сколько всего как нажито, произведено, я не знаю, вот сделано, такой КПД эквивалент у тебя и есть. То есть, возможно, это, знаете, вот по сравнению что-то типа ВВП. То есть вот есть понятие ВВП,
в государстве, да, это там исчисляется как-то. И вот как-то будет это привязано даже не количество денег, а как качество денег, да. Именно вот страны какой-то, да, или что-то такое будет связано именно с вот этим понятием КПД какого-то. Мне достаточно сложно сказать, как это все будет высчитываться или как это все будет выглядеть, но это будет система, которая введется. То есть это будет какая-то новая обновленная система, которая как будет введена в шаге в новый мир. А старая, она как будто начнет, она будет существовать тоже, вот, но она начнет отмирать. То есть, знаете, такое ощущение, что будет вот этот приход стандарта некого, да, к золоту, там, да, вот как нам говорили, там, привязка валюты к золоту или что-то такое, к золотому запасу страны, там, и прочее. Но здесь это будет не золотой запас, а это будет какой-то другой эквивалент денежной массы, то есть который будет высчитываться в ином виде. То есть это именно типа как вот целостность экономики страны, ее производительности, там мощностей, еще чего-то вот в таком виде это будет высчитываться. То есть и ее возможный импорту или что-то такое. И там даже дело не в том, сколько будет стоить эта валюта, а там какой-то сложный процесс, и сколько этой валюты можно будет выпустить, и сколько эта валюта будет участвовать в каких-то обменных процессах. Но, знаете, там странно, там какая-то вот нету такого, что вот валюта меняется вот там какой-то страны, да, на конкретную там какую-то валюту, типа и все торгуют в ней, там что-то другое. Там как-то эта валюта страны будет как оцифровываться, не оцифровываться, то есть и как-то по-другому будут выстроены взаиморасчеты. Мне достаточно сложно сказать. То есть и она будет напрямую как-то соответствовать уже какому-то стандарту определенной валюты, которая будет являться неким, как вам сказать, некой такой валютой, которая не будет ходить в обиходе, вот как сейчас есть доллары в США, да, и вот в США все рассчитываются долларами, да, вот есть евро, и там, допустим, в Евросоюзе можно рассчитаться этими евро, а тут будет какая-то такая валюта, которой рассчитываться, вот просто зайти в магазин и обменять ее на какой-то товар будет нельзя, то есть это будет какая-то валюта такая, не знаю, какая-то мультивалютная. Вот, хотя мультивалютная это есть карта, но здесь вот именно валюта какая-то такая. То есть как будто она используется только для взаиморасчетов. То есть никто нигде не может сходить, там, я не знаю, в России там и рассчитаться ей, или в США, там, или в Европе. То есть, но это какая-то будет такая валюта, которая именно будет использоваться для взаимных расчетов. То есть, допустим, там Россия хочет рассчитаться, я не знаю, с Казахстаном, да, и конвертируется вот ее валюта вот в эту мультивалюту, и расплачивается в этой мультивалюте, да, и тут же эта мультивалюта конвертируется там в деньги Казахстана, допустим, да. То есть это будет какая-то вот именно такая валюта, которая будет иметь только цифровой стандарт. То есть какая-то странная такая, как просто вот валюта для конвертаций. И вот эта валюта будет использоваться для взаиморасчетов вот вместо как бы какой-то вот этой долларовой системы, скорее всего. Но и долларовая система останется, но она потихоньку начнет отмирать после введения вот этой мультивалюты. Я не знаю, что это будет, ребята. Мне достаточно сложно это все как-то не являясь специалистом, да, в области там IT-технологий и прочего, сказать, как именно это будет выглядеть, поэтому я пытаюсь какие-то вот образы подобрать, которые мне знакомы. Ну и есть также теория, что будет какая-то система блокчейна образованная, где каждую транзакцию можно будет отследить. И да, что-то такое прослеживается, то есть эта мультивалюта, она будет
именно как-то работать против теневой торговли, то есть против черной торговли. То есть, возможно, что вот эта мультивалюта какая-то, она будет доступна не только для пользования там взаиморасчетов между государствами, но и также для каких-то взаиморасчетов, ну, то есть каждый человек, по сути, да, будет иметь к ней доступ. То есть каждый человек в мире сможет с этой валютой что-то делать, то есть как-то ее использовать. И это станет неким таким подспорьем, чтобы люди, ну, грубо говоря, которым нечего скрывать, да, пользовались вот этой мультивалютной системой какой-то, то есть вот этой мультивалютной валютой, и не использовать, то есть не поддерживали что-то, что вот именно поддерживает черный рынок. Конечно же, все это будет введено не завтра и не послезавтра, но как будто это уже готовят к какому-то анонсу и будут объявлять, ну, грубо говоря, не со дня на день, но в ближайшее время точно. То есть к вот этим изменениям очень-очень долго готовились, и к тому, в том числе, чтобы, как вот, знаете, идет перевернуть мир как-то, да, к тому, чтобы вот обернуть его другой стороной. И это в первую очередь в плане каких-либо, в том числе событийных рядов, именно событий, именно запуска цепочки событий, которая способна будет разрушить старое и привнести в этот мир очень много нового. Вот такие у меня прогнозы, и я здесь хотела вам рассказать то, что мне идет с тонкого, но также предостеречь, да, от того, чтобы доверять информации темных, в том числе, которые очень хорошо как раз-таки через наше согласие, ожидания, да, и вот такие вот там желание выпрашивать согласие на какие-либо вещи, вот, ну, включая вот как бы вот эти мадбеты, да, они используют наши больные места, то есть то, где у нас болит, именно в плане наших запросов, наших желаний, наших потребностей, и как бы обещая нам то, что они их удовлетворят обязательно, что вот они знают о них, что они вот дадут нам конфетку, они подпихивают вместо конфетки, конфетка в красивой обертке, все классно, здорово, да, выглядит, но внутри эта конфетка очень нездоровая, то есть мы знаем, как люди меняли свое здоровье, да, вот, стояли в очередях тем, чтобы ширнуться просто за десяток яиц, продавали душу, грубо говоря, да. Вот, дьяволы, поэтому, ребятки, вот все, что касается вот этого вот такой бесплатный сыр, где-то он бывает только в мышеловках зачастую, да. Ну, а я от себя, наверное, скажу так, что я вот этого 2025 года ждала с какой-то такой дрожью в теле, эйфории, что когда же это все наконец-то закончится, вот эта беспросветная тьма, да, потому что мне, как глубокому эмпату, как человеку с вот такими вот способностями, мне достаточно очень тяжело каждый день смотреть на страдания людей, на вот тяготы людей, на то, что происходит с миром, в мире и так далее, и как-то пытаться еще улыбаться, то есть как-то видеть, да, продолжать видеть в этом мире не только вот эту боль и страдания, но и что-то хорошее. И, конечно же, когда я и работаю с людьми, и смотрю на вот это все, мне безумно это все тяжело воспринимать и переживать, тем более видеть гораздо больше, как сказал один мой знакомый. Самое тяжелое, что со мной случилось, это видение тонкого плана, потому что когда я его не видел, я очень сильно хотел это все увидеть, да, я хотел узнать, что же там за завесой, да, понять какие-то вещи. И сейчас, когда я увидел, как мир устроен на самом деле, мне безумно и безумно больно смотреть на то, что здесь происходит. И я, как никто другой, его понимала в этой боли, но я очень сильно надеюсь, что вот этот период
безмерной, да, боли, отчаяния и страданий, он наконец-то остался позади, останется позади, и мы перелистнем эту уже темную страницу мироздания, да, и впереди нас будет ждать только новый светлый лист. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Не забывайте подписываться на другие мои ресурсы, например, Telegram, там очень много всего интересного, новости различные выходят, в том числе за событиями, которые вот происходят, о которых я говорила. Я стараюсь там следить, вам о них тоже рассказывать, какие-то интересные события, которые есть. Также подписывайтесь на Boosty, там я рассказываю про историю нашего прошлого, этого мира, мироздания. Ну а также присоединяйтесь ко мне в Солнечный клуб, буду рада всех вас там видеть на своих прямых эфирах, стримах, которые я провожу 2 раза в месяц. Ну и также пообщаться в нашем теплом чате с вами, поотвечать на ваши вопросы, которые вы мне там будете задавать. Ну а у меня на сегодня все. С вами была Надежда Солнечная. Пока-пока.